Эй, всем привет, сэр Холмс на связи, продолжаем Tamriel Rebuild. Я сейчас нахожусь в форте Ветреной Бабочки. Все-таки это бабочка, не мотылек, я там потом погуглил название фортов. Вот, значит, поссорился со стражником с этим, но решил все-таки оставить как есть, как я и говорил, стараемся жить с последствиями своих действий и выборов в играх. Вот, ну и кроме всего прочего, тут вроде бы ничего больше нет. Вроде бы все я тут исследовал, поэтому двинусь дальше. Цель это просто вернуться в Акамору. Вот, и по пути я надеюсь встретить этих паучих, на которых у меня задание. Вот, это что за крыса, альбинос там? Либо же добрести до особняка, в котором видели этих Дридрея. Это вообще не похоже на дорогу, но там наверняка что-то есть. Но я пока не хочу туда углубляться. Мне, во-первых, интересно, кто это и что за крыса. Пойдем сначала с крысой попытаемся поговорить. Нет, крыса не хочет говорить. Зараза. Зараза. Успела меня укусить. Погодка, конечно, не очень нынче. Много каменных цветов и так мало всяких других растений. Чего ты тут забыл? Ну, прошу прощения, сэр Джо. Сэр Джо? Наверное, сэра имеет в виду. Меня зовут Аравир Рethera. Я бы в обычных обстоятельствах не заговорил с путешественником. Но я тут искал город под названием Хлерсис. Уже более часа. И единственный кусок цивилизации, на который я набрал, это вот форт выше по дороге. Не мог бы ты показать мне, где находится Хлерсис? Если так, то не мог бы ты довести меня до таверны, лижущей споры? Я тебя награжу. Никогда не слышал о Хлерсисе, можно сказать. Ну ладно, пойдем. Так. Спутник, окей. Ну ладно, просто пойдем. Пожалуй, я не хочу его вести через дикую местность. На нас кто-то напал? Кто-то где-то дерется, слышу. Причем активно очень дерется, но это явно не здесь. Ничего себе. Никогда не видел анимации алитов. Слушай, а ты неплох, ты, по-моему, его даже ранил. О, хоть что-то. Окей, ладно, я думаю, это я просто ускорю, да? Давайте ускорю. Ну, вот он, Хлерсис. Мне казалось, кстати, он ближе на самом деле. Тебе повезло, что я набрел волей случая на этот городок. Ну, пойдем. Надеюсь, тебе тут понравится. Так это Хлерсис? Ну, очевидно, почему я не мог найти его. Потому что он построен в скале. Ну, хорошо, давай найдем эту таверну. Это теперь не должно быть слишком сложно. Да, пойдем, пойдем. Да, тут же еще темно. Ну, хоть без приключений добрались. А-то знаю я этих NPC. Любят они погибать.
Кстати, припасы мне... Да не, припасы не надо пополнять. Ну, можно, кстати, что-нибудь попробовать. Какие-нибудь зелья. А, я ж хотел пшеницу найти. Вроде как из нее, если смешать ее с чем? Вот с этим вот маршмеллоу. Как маршмеллоу. А как, кстати, перевести маршмеллоу? Я бы сейчас посмотрел, да. Неохота на это отвлекаться. Так, таверна, по-моему, здесь, да? Да. Ну, ты идешь там? Ага, это лижущая спора. Выглядит не особо, но я полагаю, ты выполнил свое дело. Вот твоя награда. Так. И все? И ты так и будешь нерешительно тут топтаться на пороге? Я в порядке, спасибо. Как тебе тут вообще? Я все еще не понимаю, как кто-то мог додуматься построить город в скале. А таверна как тебе? Да, спасибо, просто говорит. Так, Далам Ретте продал мне неплохой шмот в магазине. Ну тут там я бывал. Так, текущий владелец. Так, ну давайте просто я вернусь сейчас к изначальной точке, так сказать. Откуда я начал его сопровождать. А хотя, знаете, что у нас? Уже дело к вечеру, смотрите, 5. И я не хочу, опять же, путешествовать в темное время суток. К тому же в форте никаких постельных мест для странников не предусмотрено, поэтому я решил еще раз в Хлерсисе заночевать. Вот, а чтобы время не пропадало даром, давайте-ка еще тут... О, кстати, спичкрафт. Как это у нас? Как спичкрафт? По-русски забыл, надо же. Это красноречие, вот. У меня оно не очень. Как показала практика, когда... пытался там договориться со стражником, да, то есть вернуть расположение его к себе. Все уже. Ладно, хватит. Злоупотреблять не будем. Давай, кровать. И да, я еще хотел попробовать что-нибудь. Приготовить какое-нибудь зелье. Да. Не думал, что сюда вернусь так скоро. Думал, что никогда на самом деле. Так, что мы хотим получить? Мы хотим... Ну, да, наверное, восстановление здоровья. Что-нибудь у нас может его восстановить? Кстати, можно по-грамотному посмотреть, попробовать так. Вот, смотри, есть. Ну, конечно же, я все завалил. Что-нибудь еще? Укрепить здоровье есть. Окей. Иссушить персональность. Ну, это разве что просто, чтобы повысить навык, можно варить. Вот, и теперь моя система смешивания всего со всем. Смотрите, просто все. Так. Ингредиенты друг с другом, пока не находим что-то общее. Потом возвращаем все как было. И продолжаем методом подбора. Кстати, левитация. Нет, левитации вроде ни у какого больше нет ингредиента. Ну, все равно. Ну, смотри, какое разнообразие, да? Смешать костяную муку и... Рязань, кстати, смола я перевел. Про Рязань я не забыл. Конечно же, ничего не получается. Так, сначала вот эти ингредиенты. Вот, еще что-то. Восстановить ловкость.
Но все еще. Да, что-то мне не везет. Что-то мне совсем не везет нынче. О, есть. Вот это, кстати, неплохо. Укрепить привлекательность. Но тоже не получится. Может быть. Ладно, сначала. Хотя нет, мне интересно попробовать сейчас вот этот со всеми подряд посмешивать. Можно, смотрите, пойти снизу вверх. То есть сначала все вот эти разместить здесь. Сличить яд. Сначала хочу посмотреть, не будет ли еще у нас. Вот, есть. Укрепить привлекательность. Да, даже одно получилось зелье. Black Ender я не использую, потому что он по квесту у меня, правда. Я не знаю, когда до этого квеста дойду еще. Жалко, конечно, что тут все зелья употребляются исключительно внутрь. Вроде бы я все со всеми смешал. Уже, черт с ним. Сколько там получилось? То есть нельзя, как в Обливионе, в Скайриме вроде бы тоже можно это делать. Намазывать зелья на... А, вот, кстати. Даже хорошего качества получилось. 20 единиц на 60 секунд. Намазывать яд на оружие, короче, нельзя. Это печально. Вот, ну, собственно, сон и... обратно. Вот, а знаете, я же вспомнил, что я кое-что еще хотел в форте проделать. О, какая классная тень. А это своровать кое-что у капитана стражи. У капитана, то есть капитана форта, да? И еще ж я у него стырил журнал. Вот, давайте сейчас зачитаем журнал, посмотрим, можно ли что-то у него там аккуратненько стырить. О, как тут темно было поначалу. Вот я в такие моменты на самом деле сожалею, что в Моровинде нет какого-то... Так, это не здесь, да? А, да, не в тут свернул. Не в то помещение, не в тот коридор. Нет распорядка дня у NPC, чтобы они там ходили по делам в течение дня. Домой приходили только вечером, ночью спали. О, кстати. Он-то меня не видит сейчас как раз. Так, я думаю, можно даже... хамелеон применить. Кстати, поменял местами панель заклинаний, панель со статами, чтобы было удобней. Надо было подождать, пока восстановится ХП еще. Так, 75. Так-то он меня не видит все равно. Тут лучше отмычку мастера и, наверное, щуп мастерский тоже. Ну, хотя, давай обычный попробуем. Так, нормально. Что тут? Костяные доспехи. Свитки. Ну, свитки можно своровать. Кстати, легкий шлем, но я такие носить не могу. Черт, значит, самое интересное у него там. У него у самого-то ни черта, да? Так, ладно, я его отвлеку. Сейчас давайте тогда пока журнал почитаем. Да, еще вот эту книжку, ну сейчас посмотрим, что там у нее. Ну, наверное, я ее отдельным видео сделаю. Как мономиф. А то впарили книжку, сейчас выкидывать не прочитав, жалко. Давайте, журнал, в общем. Форт ветреной бабочки. Эта книга, это запись примечательных событий в форте. Она продолжается на протяжении многих страниц. Мелким почерком Арфса. Имя, конечно. Ретрати. Несколько записей ловят твой глаз. В общем, глаз цепляется за несколько записей. Запись 1. Новоиспеченный, новоназначенный
Странствующий рыцарь Арвс Ретрати принимает командование фортом Ветреной Бабочки. Запись 7. Малиферус Лэнд не выказал должного повиновения. Арестован властью Арвса Ретрати. Странствующий рыцарь форта Ветреной Бабочки. Странно, что он странствующим считается, раз он уже стал капитаном форта. Вроде как осел в форте-то, не странствует больше. Так, ладно, запись 11. Ужасный инцидент произошел. Тюрьма частично обрушилась, убив заключенного. Обрушение — это, похоже, результат ошибки, видимо, в работе архитектора, который был ответственен за дизайн форта. Ну, в общем, вы поняли, архитектуру, да? Архитектор был виноват. Неправильно спроектировал, вот. На запись 17. Firewatch не присылает замену Малиферусу. Таким образом, Сарети Тринесси был возведен в ранг чемпиона форта Ветреной Бабочки, властью, данной Арвсу Ретрати. Он будет служить верой и правдой. Запись 36. Из ряда вон выходящих обстоятельств странствующий рыцарь Арвс Ретрати и правитель Контуминус Флавий из Хельнима пришли к соглашению, что в Хельним необходимо отправить группу солдат, в общем, из форта, из легиона Ветреной Бабочки. Так, солдат-ветеран Сервас Каприс был повышен до чемпиона сил Ветреной Бабочки в Хельниме и принял позицию рыцаря-защитника этого города. Далее. Большинство записей весьма повседневные и показывают постепенное ухудшение готовности форта Ветреной Бабочки из-за нехватки снабжения от командования легиона и из-за частых каких-то инцидентов. Последние записи, тем не менее, достаточно интересны. Запись 347. Скауты докладывают, что носильщики, транспортировавшие припасы из Хельнима, были убиты мускусными мухами. Была отправлена послание, в общем, было отправлено, чтобы запросить еще одну группу, чтобы она выдвинулась, да? Запись 348. Ситуация ухудшается в Хельниме. Прибыло послание, что новые припасы будут отправлены не ранее следующего месяца. Похоже так. Или в конце этого. Группа солдат была отправлена в Хельним, чтобы помочь поддержать порядок в городе. Запись 349. Подкрепление из Firewatch, которые послали заменить людей в Хельниме, по посланиям, в общем, послания сообщили, что они погибли по пути. Похоже, они подхватили моровое заболевание, потому как находились в непосредственной близости к Красной горе. То есть довольно близко на побережье, видимо, их путь пролегал. И это последняя запись в логе, в журнале. То есть, ну, в общем, ничего тут такого. А Хельним у нас где, кстати? Я уж не помню. Илдрим. Вроде бы где-то здесь он. Вот, тут даже кусочек виднеется. А, вот Хельним. Понятно. Не дошли, значит, из Firewatch, да? Да, моровые ветры до сюда доносятся, понятно. Так, окей. Значит, сделаю вид, что я захожу официально к нему.
Да, привет. Потом. Ух ты, смотри, он даже перемещается. Делаю вид, что я иду куда-то сюда. Ухожу, да? Кстати, может это Орчиха? У него даже зачарованный молот. Может она что-нибудь интересное скажет? По поводу ситуации, которая тут происходит. Что там с Хилнимом-то? Не, похоже, ничего. Она не говорит про этих ребят, которые там друг другу должны и все такое. Так, тут можно было на самом деле обычной отмычкой справиться. Что тут у нас? Кольцо ледяного шторма. Но на самом деле ничего особо интересного. Ладно, это продам кому-нибудь. И сделаю вид, что я просто вернулся. Коричневая книга, 3 эры 426 года. Такое название интригующее, но я, пожалуй, лучше зачитаю. Да, это мы тут сбросим. Я лучше зачитаю вот эту книжку, которую мне подсунули. Так, вроде бы сюда, да, мне теперь заблудиться можно тут у вас. Вот, и, наверное, вот этому парню можно... сейчас главное не забыть скуму. Обратно потом. Вообще, откуда они видят, что у меня скума? Надоело уже это. Вот эти штуки сразу сюда и продам. Так, вот. И, в общем-то, продавать мне больше нечего. За пару монет... О, за пару монет торговался. Тикс. Ну и давайте... За богов и императора. Ну вот, как-то так. Подсказочка возникнет справа вверху со ссылкой на книгу. Больше, конечно, она как гайд. Ну, элементы лора в ней тоже есть. То есть позволяют нам лучше понять, больше узнать про отношения между императорским культом и местным верованием. Ну, в принципе, мы и так знали, что трибунал и императорский культ друг друга не любят, но теперь знаем больше. Да, и мне надо тут продать еще свиточки, которые я спер у капитана. Вот. Ну и все, можно отсюда уходить. Вот я, возможно, еще вернусь когда-то сюда. Все-таки сделать этот квест. Но это будет черт знает когда. Так, окейушки. Путь у нас на запад сейчас лежит. Потому что я считаю, что, скорее всего, он нас приведет к Акаморе. Я все еще пытаюсь прийти в Акамору. Вот пешие путешествия, конечно, в таких играх это, так сказать, и благословление, и проклятие. Потому что это очень интересно. Но с другой стороны, чтобы сконцентрироваться на каком-то конкретном квесте... Она больная, зараза, не буду в нее лезть. Лучше пользоваться действительно быстрыми. Перелет. То есть силстрайдерами, кораблями. Тут развилка, а указателя нет. Вот. Почему? Ну, очевидно, потому что при пеших путешествиях есть вероятность нахватать кучу еще квестов, пока ты делаешь один. Нападешь на меня, Гор? Нет? Ой. Нет, он не напал, а вот...
Клифф Рейсер взялся непонятно откуда. Кстати, тут действительно больше встречается зараженных теперь существ. Видимо, как раз-таки сказывается близость уже Красной горы, да? Так, ну, мне похоже сюда. Это наиболее ведущий на север, так сказать, путь из всех. Пойдем. Хотя я бы даже не сказал, что это дорога как таковая, скорее тропинка даже. Да, в общем, скальные наездники стали теперь еще противнее из-за того, что они теперь не считаются для меня высокоуровневым и опасным каким-то противником, да, и боевая музыка не воспроизводится, когда они нападают. То есть их нападения становятся внезапными. Как, впрочем, и любые вообще нападения, вы могли заметить, да? Как в позапрошлой серии меня напугал жук, который подкрался просто незаметно и стелсом меня проатаковал. Кстати, по-моему... А, Хакло. Мне нужен Каргбульб. Вроде бы... А, черная мышь, смотрите-ка. Просто уменьшенная крыса, по факту. Забавненько. Так, этой пшеницы я насобирал достаточно. Хоть туман ушел. Красоту обозреть всю эту можно теперь. Я на самом деле думаю, может быть, стоит сгенерировать дистант-ленды подальше, чтобы дальше видеть дальность. По-моему, это не естественный туман, а именно ограничение видимости. Вот мы сейчас наблюдаем. В общем, как думаете? Пишите в комментах. Могу подальше сделать, в общем-то. Не думаю, что это скажется сильно на производительности. Но, возможно, откроет нам более отдаленные виды. Вот, но при этом сильно большой, я считаю, делать не надо, потому что туман, он создает видимость при этом обширности игрового мира. То есть, если мир ограничен туманом, ты не знаешь, что за этим туманом лежит, и тебе кажется, что там еще много-много пространства, да? Вот. А если дальность слишком большая видимости, то мы видим, что все на самом деле близко друг к другу расположено. И куда я пришел тем временем, мне интересно. Так, ладно. Стражник Индарил. Мы поддерживаем имперский закон, проходи дальше. Где я? Где я? Все, что тут есть, ты уже и так видишь. Всякие пшеничные поля и поля Хакло на юг. Ну да, я уже там побывал. Но все остальное внутри стен. Ближайшее большое поселение — это Телмутада. Так, на северо-запад Телванское укрепление. А это-то место как называется? Это какая-то плантация, да? Может, это плантация Эритана? Да, это плантация Эритана. Вроде бы Хлерсис им принадлежит, да? Дрелам Эритан. Мастер Индарил, владелец. Ага, его сын заправляет шахтой в Хлерсисе. Угу. Bloodspore. Я, кстати, переводил, что такое blood. Ну, это какая-то вздутость, опухлость, да, утопленник. Ну, то есть, вот субстанцию как назвать, Google переводчик не знает. Вот, ну, я бы назвал это какая-то опухоль, не знаю. В общем, опухолевая шахта. Так. Люди там очень бедные. Торговец только известен. Кажется, его имя Голем или что-то вроде этого. Да, я там бывал, я там знаю. Так, что тут происходит у вас вообще? Чтобы спросить его первым делом. Вот. Someone in particular. Конкретные личности, да?
Единственная представляющая интерес персона здесь — это местный лорд Дрело Маритан. Ты можешь найти его в особняке. Окей, ну давай по остальному. На сплетни времени нет. Совет. На север пролегают земли Тилвани. Будь осторожен с их волшебниками. Ну да. Все мы наслышаны о волшебниках Тилвани, да? Наш лорд придает слишком много значения. Слишком много думает об исчезновении этого раба. Но Медав Ларис все еще беспокоен наверху в башне. Значит, примерно у нас уже есть представление, что... Кстати, у стражников разная униформа. А! Спасите! На меня напали! Спасибо. То есть на самом деле вот это варденфельский вариант униформы им дарил. Хотя подожди, какой? Индарил же нет в Варденфеле. А, вот это как выглядит у нас мускусная муха. Да, такая зараза. То есть стражники Ридаран вообще имеют такую же униформу. Да? Хлау я уже не помню, но вроде тоже. Ну, одинаковые костяные доспехи. А вот Индарил с последним обновлением, ну давай поговорим. Оставь меня, говорит. Слухи какие тут. Некоторые говорят, что Шамир был освобожден аболиционистами. Все, что я знаю, это что он исчез. Шамир скорее бы погиб, чем стал работать опять на этих плантациях. Где бы он сейчас не был, это лучшее место. Окей. Вот, короче, да, с последним обновлением униформа стражников Эндарил изменилась. Нижняя башня. Ну, тут кто-то в башне вроде тоже что-то они говорили. Обеспокоен чем-то, да? А есть Каргбульп у вас тут? Кстати, не, ладно, сейчас давайте посмотрим сначала. Пшеничка, куча пшенички, очень много пшенички. Одна пшеничка. Кстати, могли бы даже больше в ящики-то напихать. Кстати, сейчас бы... А что они все пустые мешки? Явно должно быть что-то. Они, наверное, забыли в них положить. Так, яйца квамы. Так, рис. Давай возьмем. Ладно, пусть будет 5. Бочки пустые, да? Нет Каргбульба. Ну, что ты будешь делать? Соленый рис. Так вот, не помешал бы мод, который делает анимацию открываемых контейнеров. По бочке съезжает крышка. Я не помню, вроде бы даже он был раньше. Мясо кагути. Кстати, что оно делает? Но на самом деле ингредиенты, которые имеют большой вес, меня и не интересуют сильно, потому что из них получаются тяжелые зелья. Что-то никого... тут еще верхний этаж есть. О, золото. Что тут все без присмотра-то у вас? О, 50 золота, смотри. Телекинез. Оружить ключ. Давайте буду максимально наглым. Забавный эффект у этого заклинания. Какое-то пение. Флора Тамриэля. Вампиры Илякского залива, кстати. Вампиров Варденфелла я читал, у Илякского залива другие, да, уже. Верхний этаж, собственно, башня.
И тут такой аргонянин залез к тебе на башню. Вот это скалы там, да? Это не Акамора ли там виднеется, кстати? Нет, это не Акамора. Акамора должна быть севернее там. Вот, кстати, действительно приятные виды такие открываются. Как-то странно у него колчан. Вроде стальной, а что так зеленеет. Наверное, стрелы у него волшебные. Эй, там. Возможно, ты поможешь мне выследить сбежавшего раба Шамира? Один из наших котов пропал недавно. И все еще не найден. Я подозреваю, что кто-то из этих грязных аболиционистов может быть вовлечен. Если ты поможешь мне найти его, притащить обратно, я заплачу хорошее золото как награду. Смотрите, тут есть как бы два варианта согласия. Один это действительно согласиться, а другой это соврать, но согласиться. Ну давай совру ему, я по приколу тут всех освобождаю, рабов же. Давай, договорились. Я подозреваю, что эта британская ведьма Пидивур могла быть каким-то образом замешана в это дело. Я никогда не верил чужестранцам всяким. Она располагается в башне на юг от плантаций. Продает ее какие-то, в общем, припасы путешественникам на их путь в долины Мефалан. Мое чутье подсказывает, что шарлатанка одна из этих аболиционистских ублюдков. Тебе стоит начать с допроса ее. Ну вот. Заданьица у нас подвернулась. Так. Пока еще не нашел я его. Не торопи события. Кстати, по-моему, ухудшилось отношение немного с ним при этом. Я глава стражи. Угу. Дрелом. Это я все знаю уже. Хотя, знаете, сворую-ка эту книжку все-таки. Сейчас пока читать нет желания, но потом наверняка захочется. Тем более, что она многотомник. Вот и первый том пропустить было бы промашкой с моей стороны, я думаю. Что-то у них кузнец есть еще, да? Похоже. Наверное, он мне не понадобится, я что-то наворовал. Да, можно попробовать что-нибудь тут приготовить, действительно. Какие-нибудь зельюшки. Так. Особняк, да? Щит. А, не щит, а это панцирь Молли Краба. Мол Краб. Столовое серебро. Так и намекает, чтоб я это все поворовал, да? А тут стража у них. А где лорд? Где ваш, кстати? Какие обширные поместья? Ну, то, что закрыто, всегда привлекает мое внимание в первую очередь. Еще не с первого раза открыл. Какой позор. Районы Вивека. Биография короля Хелсета. Бисквит. Я, кстати, давно не ел, вот что. Бисквит не имеет эффекта. О, какие колечки дорогие тут
Но это уже не буду брать. Настоящая природа орков. Иди-ка сюда. Потом почитаю тоже. Такой книжный вор я. Внезапно стал. Кухня, да? Тут? Да я с тобой не хочу общаться. Мне просто надо тут все исследовать. А то вдруг чего упущу. Да как тут неудобно ходить-то, а? Вот, по-моему, это одна из главных недостатков этой модификации, что тут неудобно ходить. Щуп. Ну, так-то много щупов. Этот, к тому же, не лучшего качества. В общем, я не туда пошел. В принципе, логично, что узнать живет выше. Но пара колечек зато получено. Замки у них, конечно, такие себе тут. О, жучий мускус, отлично. Дикие эльфы. Кстати, я читал ее. Я ее читал. Только когда Daggerfall проходил. Ну-ка, это действительно та же версия? Так. Наверное, даже подсказочку оставлю на запись времен Daggerfall еще с хреновым микрофоном. Их боялись обычные люди Тамриэля, Алейда. Ну, короче, да, про Алейдов. Редко появляются на страницах истории. Странные, которые исчезли в лесах. Вымысел становится легендой. Что-то там. Мистические пути Алейдов. Ну, короче, они были в первую эру у нас. Так. Еще колечко. Еще амулет. Ой, да тут куча колец, слушайте. Ничего себе. Перчатка за 40 монет. Она из рыбьей кожи. Ничего себе. Забавно. А чё же она такая дорогая-то? Видимо, сложно это делать. Такие перчатки, да? Из рыбы. О! Смотри, что у них тут. Игрушечный. Ну, у меня есть уже. Такой же. Оставлю вам, так и быть, ее. Голова Дурзога. О. А как к тебе пройти? Слушай, это я вышел. Как к нему пройти, действительно? Видимо, через верх как-то. О. Гобелен с рыбой. Забавно. Ну, чердак просто. Окей, ладно. Я, видимо, пропустил где-то дверь, да? А, вот лестница. Еле-еле нашел, как пройти к нему. Ну, вообще, прям искатель приключений от бога. Ну, привет. Почему ты прерываешь мои молитвы? Надоедливый чужестранец. Да ладно, что ты так? Давай познакомимся. Дрелом Эритан, подчиненный дома Индарил, мастер этой плантации и Хлерсиса. Я знаю. Расскажи мне про это место, про людей, которые тут живут. Так, это я уже, кстати, слышал то же самое от стражи. И это тоже я все от стражи. То есть ты на самом деле не больше интереса, чем стражник, представляешь? Все звери на одно лицо для меня.
Если один убегает или умирает, мы заменяем его другим. Но все равно, что заменить сломанную какую-то, ну, посудину, наверное. Услуги, кстати. А, никаких услуг тут нет у нас. Ну, хоть бы кузнец, там же кузница-то у вас есть. Могли бы предлагать путешественникам хоть какой-то профит иметь с этого. Ну, короче, я и с отцом, и с сыном повидался. В Хлерсисе с сыном его общался. Ни один из них не хочет. Наверное, что-то у них тут за этим всем кроется. Давайте-ка я... Может, свое зелье выпить? Не, давай. Ну да, оно... Даже если я ничего не получу, будет не жалко потерять. Так, и... Очарование, да? Давай попробуем свиток использовать. Кстати, свиток у меня круче, чем... Ну да, свиток круче, чем... Ладно, тогда я его приберегу для более каких-то интересных случаев. Так, и попробуем его амулетом. Так, теперь на 60 он ко мне относится. А, это его имя. Может быть, какой-то квест за этим всем кроется. Ой. Может, его запугать попробовать? Давай еще раз восхитимся им. Не, все очень плохо у меня. Короче. Склонить к себе аристократа Индарил мне не получилось. Ну и ладно, черт с ним. Окей, ладно, значит, немного планы опять меняются. Думаю, тогда отправлюсь в следующей серии на юг. Хотя мне и так на юг надо. Ну ладно, будем искать эту ведьму сначала, да? Потом дальше к Акаморе двинемся. А, вон, кажется, башня. Ну ладно, разберемся там уже. Вот, а пока что лайки и подписки. Спасибо за внимание, друзья. Тамриэль Ребилд, сэр Холмс. И до встречи в следующем эпизоде.